Итак, Меркурий официально ретроградный, и мы хотим поговорить о нем еще раз. Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Татьяна. Обычно мы легко ассоциируем Меркурий с картой Таро номер 1 «Маг». Когда наш дурак, такой как бы новая душа попала в наш физический мир, она как бы раздвоилась на два архетипа. Первый – это наш маг. Он экстраверт, у него такая мужская энергия, он очень деятельный, он ничего не ждет, он очень легко обращается с 4 элементами. И это делает его очень успешным, общительным. И он у нас как бы бог или божество, руководящее торговлей и даже жуликами. Знаете, вот этими мошенниками, которые наперстки переставляют. Вот. Но мало кто знает, что карты младшей арканы, вот те самые 56 карт, которые очень похожи на обычную игральную колоду, что эти карты тоже ассоциируются с планетами в определенных знаках. И там я не знаю, насколько подробно вы хотите. Если вы мне в комментариях скажете, я могу рассказать вам всю систему, почему и как их ассоциируют. Но сегодня я хочу вам просто показать Меркурий в разных знаках, как он представлен в картах Таро. Или какие карты Таро ассоциировали с Меркурием в разных знаках. Первым покажу вам, наверное, где Меркурий себя чувствует плохо. Вообще Меркурий очень редко чувствует себя плохо. Он у нас такой веселый, деятельный, у него острый язык, он любит пошутить, он вывернется из любых ситуаций. А вот тут покажу вам на примере 2 карт. Я вообще буду стараться на моем канале показывать вам карты из других колод рядом с картами из нашей классической колоды, потому что вам это может быть, во-первых, более знакомо, а во-вторых, абсолютно гениальная художница Памела Колман-Смит так сделала эти имиджи, что если вы возьмете 25 других колод с очень талантливыми, красивыми образами, они все равно как бы все уже помещены в эту ее одну карту. Но при этом вы будете знакомиться все-таки с разными колодами. Вот посмотрите, какая это печальная карта. 5 пентаклей. 5 пентаклей – это вообще земная стихия. У нас, помните, 4 элемента. И вот эти элементы, их очень-очень важно знать, чтобы вообще понимать и гороскоп, и вашу натальную карту, и карты Таро. Все вот на них прикручено. И пентакли – это монеты, деньги и все физические ресурсы. Наше тело, наше здоровье, еда, все, что можно потрогать. Но в пятерка – это всегда карты конфликтные, карты перемен, которых мы не просили. Такие 5 всегда тяжеловатые карты. И почему Меркурию так плохо в этой карте? Вернее, что показывает эта карта, почему Меркурию плохо? Эта карта, значит, 5 пентаклей, это карта, которая ассоциируется с Меркурием в астрологическом знаке, в знаке зодиака Телец. Телец – это земной знак. Но помимо того, что он земной, есть еще очень важная характеристика – модальность знаков зодиака. Модальности 3. Первое, мы знаем с вами кардинальные знаки, которые открывают сезон. Вторая – это фиксированные знаки, которые в середине сезона. И третье – это мутабельные, которые заканчивают сезон и готовят нас к наступлению нового сезона. Так вот, Меркурий в Тельце, а Телец – это не просто земной знак, но он еще и фиксированный. Это значит, что он более медленный, более упрямый,
более такой не сдвинешь с места. И Меркурий, который по натуре очень быстрый в действиях, быстрый на язык, очень легко приспосабливается. У него даже нет пола у этой планеты. Он не феминин и не маскулин, не мужского и не женского рода. Потому что вся его прелесть в том, что очень легко адаптируется к разным обстоятельствам, к разным людям, к разным событиям, к разным системам. И вдруг вот он попадает в знак Тельца. И в этом знаке он думает, он вынужден думать о материальном существовании, о пропитании, о деньгах. Это совершенно не та сфера, где он блистает, где он хорош. Вот покажу вам его в колоде светлых провидцев. Это одна из самых популярных, феноменально популярная современная колода. Я лично, опять-таки, небольшой любитель современных колод, но это не про меня. Эта колода очень-очень талантливая, и вы можете видеть, тут общая тема. Видите, что как бы ни было трудно, и холодно, и голодно, и физического здоровья нет, и денег нет, но есть окно церкви, храма, в котором есть надежда найти какую-то помощь. Вот здесь девушка тоже, вот она сидит в таком, плачет, все, жизнь кончилась, но там есть ключик, видите, и замок, и за этой дверью, наверное, есть какая-то поддержка и помощь. Называется это, если вы помните, то эти карты, создатели их, принадлежали к лондонскому клубу Golden Dawn. И они, может, я поэтому так это все люблю, я так люблю все старинное, с вензелечками. Они назвали эту карту Lord of Material Trouble. То есть Меркурий в Тельце – это Lord of Material Troubles. Теперь мы посмотрим на Меркурия тоже в земном знаке, только уже в другой модальности. Десятка пентаклей. У нас по-прежнему пентакли, по-прежнему земной знак, но она ассоциируется с Меркурием в знаке Девы. А Меркурий в знаке Девы очень хорошо себя чувствует. Даже не просто хорошо, а самораспрекрасно. Потому что он не только хозяин этого знака, но он там еще и в экзальтации, такой дорогой гость. Почему же Меркурию вдруг нравится этот земной знак? Во-первых, Дева – это мутабельный, мутабельный знак. То есть последний месяц сезона. Эти знаки гораздо более гибкие, потому что они уже между этим и тем сезоном. Меркурию очень подходит такая гибкость. При этом Дева, опять-таки, будучи знаком ментальным, потому что им управляет Меркурий, она любит разложить информацию по полочкам, организовать все в такие файлы, очень строгую систему файлов. Вот то, чем занимаются, например, программисты, люди со знаком Девы, они могут быть очень хорошими программистами. У них огромное внимание к деталям и способность организовывать информацию. Поэтому Меркурию это все очень подходит. И назвали его в нашем лондонском клубе Lord of Wealth, богатство. И вот посмотрите, чем эта карта отличается. Это не просто много денег, а видите, тут семья, причем тут несколько поколений. И вот наша колода «Колесо года», Wheel of the Year, здесь тоже они все повторяют эту тему, что это не просто какой-то бонус вы получили или получили деньги за какой-то краткосрочный проект, а это такой структурный,
это family wealth, это то, что передается из поколения в поколение. Это какой-то бизнес, это какая-то очень организованное, систематическое богатство. Ему там очень хорошо. Теперь мы посмотрим, что делает Меркурий в знаке Рака. И это ассоциируется у нас с младшим арканом тройка чаш. Вы можете сказать, подожди, почему Меркурий, он сам по себе вообще такой любитель воздуха, любитель быстрых решений. Что ему нравится в знаке Рака? Это ведь водный элемент. Но Меркурий в основном силен в логике, анализе, паттернах и их организации. Да, получение информации, ее процесс, дайджест, категоризировать ее и передавать, распространять дальше. А Рак, он очень душевный, он очень глубоко эмоциональный, интуитивный. И считается, что он Меркурию добавляет вот это богатство эмпатии, понимания других, не просто считывание их social cues, так называемых, что им интересно, что стоит сказать, а еще и более глубокое, то, что называется emotional intelligence. И называется это Lord of Abundance. Я показала вам опять-таки традиционные тройка чаш. Эта карта ассоциируется с праздновать что-то, да, отмечать что-то, очень радостное, очень доброе. Вот мне кажется, в этой колоде я просто очень люблю эту карту. Она действительно как бы выражает это. Ее современность этой колоды заключается в том, что, видите, здесь обязательно будут люди разных национальностей, разных цветов кожи, чтобы как бы отражать современную демографию. Вот. Но суть та же и очень красивая. Теперь мы посмотрим на нашего Меркурия в Стрельце. Вообще Меркурий в Стрельце находится в своем детрименте. Они не так, чтобы очень. Он там в Стрельце, это не его дом. Нет, он там далеко от своего дома, от близнецов. И у него 2 дома. У каждой планеты у нас 2 дома. Мужской и женский. Почти как туалеты у нас. И вот у Меркурия Дева это более женский, а близнецы, поскольку это воздушный знак, это стихия мужская, более активная. И вот Стрелец и Близнецы находятся 180 градусов друг от друга, противоположно. И когда планета очень далеко от своего дома, она находится в детрименте. И у них много вещей, по которым они не находят согласия и мира. Но в одном они ее находят. Это в скорости. И вот карта, которая ассоциируется с Меркурием в Стрельце, это карта скорости. 8 жезлов. Эта карта жезлы – это огненная стихия, то есть тоже мужская, тоже активная. И если вы обратили внимание, это довольно редкая карта в младших арканах, где нет ни человека, ни животного, а в чистом виде вот эта быстрая энергия. Оно все летит, это означает, что к вам могут быстро прилететь какие-то новости. Может быть, вы сами будете лететь буквально на самолете куда-то, путешествовать. Что-то будет двигаться быстро. Может быть, посылка вам быстро придет. Может быть, ваше решение по эмиграции, по каким-то документам будет принято очень быстро. Покажу вам эту же карту в колоде «Колесо года». Видите, здесь она именно показывает эту часть как быстрых новостей. Вот видите, это как почта. Вот он его тренирует, да, переносить быстро какие-то записки, весточки и принимает их. Эта колода вообще, она такая душевная. Меркурий в Стрельце называется Лорд стремительности, the Lord of Swiftness.
Я просто не знаю, все знают слово swiftness, но это стремительно. Вот. И последняя карта, последняя младшая аркана карта, которая связана с Меркурием, я ее оставила на закуску, потому что это, правда, еще более интересно и глубоко. Вот посмотрите, пожалуйста, это шестерка мечей. Если вы смотритесь вот на свет более внимательно, вы увидите, что здесь вода штормит, а там она спокойна. Если вы еще вглянетесь в это, вы, может быть, вспомните легенду, что Меркурий был единственным из божеств, кому позволялось перемещаться между тремя измерениями, тремя мирами. И небесным, heavens, и нашим земным, earthy plane, и underworld, куда уходят умершие души. А помните, древние египтяне, они очень-очень занимались этой идеей, куда же девается все. Солнце, умирая, садится и заходит в underworld. Все планеты так, а также души. И вот если вы посмотрите здесь, эти души, они как-то завернуты в одеяло, они явно не разговаривают, такие как бы спокойные, молчаливые. Аллегорически это уже мертвые, умершие души. И проводник Меркурий их провожает вот в этот потусторонний мир или загробный мир. Эта карта, ее назвали, вот скажите мне, как ее назвали, The Lord of Earned Success. Вот, это не очень легко для меня как бы ассоциируется, поэтому я почти забыла. Earned Success – это как бы заслуженный успех. Заслуженный успех. Наверное, это означает, что жизнь уже прожита, можно перестать нервничать и волноваться, и душа переходит в более спокойный, миролюбивое, такое вот действительно успокоение. Эта карта, еще видите, она несет эти мечи. И я забыла вам сказать, в каком это знаке. Это Меркурий в знаке Водолея. Вот, Водолей. Потому что я еще в голове перевожу все время с английского. Mercury in Aquarius. Аквариус, знак Водолея, знаете, он традиционно, как бы если у вас есть друзья Водолеи, они всегда немножечко вот там, выше, чем наши земные проблемы. Они смотрят на все как-то более объективно, более отстраненно. В этом их прелесть. Они практически не бывают какими-то там мелкими, склочными, они не будут завистливыми, они очень нематериалистичны. В современном мире мы еще связываем Водолея с системами, с знаниями, с технологией. Технология тоже ассоциируется с будущим. Да, все технологии, которые ведут нас в будущее. И там Меркурий вот чувствует себя, видите, он чувствует себя хорошо, он провожает, он может думать о большом. Его такой хаотичный мозг, обычно очень быстрый и хаотичный, наконец может перемещаться от хаоса, уходить в гораздо более спокойное, умиротворенное состояние. Покажу вам эту карту из колоды светлых провидцев. Это опять-таки одна из самых моих любимых карт, хотя я всегда ругаюсь по поводу современных колод, но это одна из очень красивых карт. В этой колоде, как и во многих современных колодах, мечи заменены птицами, наверное, воронами. То есть как бы вот эти
тяжелые мысли, они заменены вот на этих черных птиц. Это выглядит более поэтично, менее травматично. И вот видите, эта девушка, она, конечно, это не далеко от мертвых, но вот этот архетип ухода от тяжелых обстоятельств, от штормящих вод в более спокойные и при этом несущих, ты несешь на себе этот багаж. Вот в современности мы скажем, в нашем уже мире, может быть, был тяжелый развод, и весь этот багаж ты тянешь с собой, но ты уже переходишь в хорошую ситуацию, а он уже останется в виде опыта. Вот так же и здесь, в современной интерпретации, мы будем говорить, что мечи, конечно, отяжеляют эту лодку, но теперь пусть это будет просто ваши уроки, ваш накопленный опыт и поможет вам в этом новом, более спокойном, peace of mind. Вот то, что называется peace of mind. Я очень надеюсь, что мы немножко еще рассказали про Меркурий еще в других измерениях. Если вас интересует, как эта система строится, именно деканов, с какого градуса по какой, какие карты, как к чему, я просто боялась, я еще не знаю, что вам интересно, что вам скучновато. Обязательно пишите мне в комментариях и задавайте вопросы. Спасибо большое. Проводите ретроградный Меркурий правильно. Делайте все, что надо, переделывайте, убирайте, наводите порядок в бумагах, в душе, в мыслях, во всем, что вы не успевали делать, пока жизнь била ключом. Удачи вам и увидимся скоро на следующем видео.